Противостояние FIFA и PES, а точнее уже eFootball, длится уже далеко не одно десятилетие, а если быть точным, то около 20 лет или около того. И очевидно, что в последние года ситуация складывается для PES не лучшим образом. Рынок футбольных симуляторов под себя прогинает Electronic Arts и ее FIFA со своей Ultimate Team, в то время как PES со своим MyClub где-то на затворках истории. А провальный релиз eFootball так и вовсе уменьшает шансы Konami привлечь к себе новых пользователей. И в рамках данного ролика предлагаю рассмотреть новую статью от издания Goal, которое разобрало историю противостояния PES и FIFA. Статья достаточно обширная, поэтому мы не сможем охватить ее целиком, но вы сможете прочесть ее самостоятельно по ссылке, что будет в описании под этим роликом. Ну а перед тем, как мы приступим, не забывайте поддерживать данный ролик своей активностью в виде комментария со своим мнением по поводу всего услышанного, но и лайка под этим роликом. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы приступаем. В данной статье рассказывается много моментов, о которых мы и так в курсе, однако есть и довольно-таки интересные моменты, о которых мы и поговорим в сегодняшнем ролике. Как я и упоминал в самом начале, данная статья посвящена разбору противостояния FIFA и PES, которое длится уже далеко не одно десятилетие. И по итогу мы приходим к тому, что на данный момент, если не окончательную победу, но по крайней мере победу на данный момент одерживает FIFA, в то время как eFootball пытается прийти в себя после провального релиза. Однако так было далеко не всегда, и еще в 2000-х, в эру первого Xbox и PlayStation 2, PES не чурались экспериментировать. И в статье отдельно отмечается, что Konami настолько были уверены в своих силах, что не боялись фантазировать. И поэтому на заре PlayStation 2 мы имели такую успешную игру, как PES 5 и PES 6, а в этих двух играх были такие возможности, как сыграть матч в костюмах пингвинов, динозавров и все в таком роде. То есть мы отчетливо наблюдаем тот факт, что раньше Konami ничего не боялись и позволяли себе этакую творческую свободу, которая по итогу куда-то у них пропала и все пошло по одному месту, но об этом чуть позже. В статье переломным моментом считается 2008 год, когда вышла FIFA 09, и в которой, как отмечается, появилась первая версия Ultimate Team. И на самом деле с этим трудно поспорить, поскольку именно Ultimate Team стал тем камнем преткновения, который и изменил ход борьбы в пользу FIFA. Наличие данного онлайн-режима закрывало глаза на все недочеты основной игры, а именно ее геймплея, других режимов и тому подобное. Отмечается, что в это время Konami и PES достаточно трудно давался переход на новое поколение консолей, а именно PlayStation 3 и Xbox 360, в то время как FIFA постепенно наращивала мощь. Ну и также немаловажным фактором отмечается YouTube и влияние медийных личностей. В то время как Konami пытались создать что-то этакое из своего продукта, FIFA по полной монетизировала Ultimate Team, а всякие ютуберы, которые снимали по ней ролики, делали своеобразную бесплатную рекламу, которая по итогу и привлекла к себе столько внимания. В статье отмечается, что релиз eFootball на консолях нового поколения, а именно PlayStation 5 и Xbox Series X, мог стать поворотным моментом для Konami и их будущей футбольной серии. Однако, как вы все знаете, провальный релиз изменил положение дел и лишь в очередной раз укрепил положение FIFA на рынке футбольных симуляторов. Поэтому в стане канадской студии в лишний раз не оборачиваются на Konami с их довольно-таки скудным проектом и лишь задумываются о том, как им увеличить прибыль. То есть для Electronic Arts эта самая пресловутая борьба закончилась давным-давно, и они уже давно не обращают внимания на Konami. И даже несмотря на всю неоднозначность выхода eFootball 2022, в статье все еще надеется, что однажды Konami смогут вернуться в эту пресловутую борьбу, и свое восхождение они могут начать с весны, когда планируется релиз версии 1.0.0. В данном ролике мы затронули лишь основные моменты данной статьи. Однако, если вы хотите ознакомиться с ней поподробнее, как я говорил ранее, то ссылка ожидает вас внизу в описании на мою группу, в которой представлен полный перевод данной статьи с указанием английского источника. Поэтому читайте, вникайте и наслаждайтесь, как говорится. Ну а свое мнение по услышанному обязательно отпишите в комментариях под этим роликом. Как вы считаете, как давно PES проиграла борьбу в FIFA и проиграла ли вообще? Может, по вашему Konami все еще держится молодцом, и у них есть небольшой шанс, чтобы однажды сместить Electronic Arts и их FIFA. Ну и помимо комментариев, не забывайте поддерживать данный ролик своими пальцами вверх, поскольку это также немаловажно для поддержки канала в борьбе с алгоритмами. Они все еще продолжают крутить нам просмотры, и только ваша активность помогает каналу жить. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня же на сегодня все, и я желаю вам всем удачи.
Услышимся в новых видео на канале Realistic PS. Всем пока, дорогие друзья!